Так, сейчас будем приступать к вязанию вот внутренней части крыла. Одну я уже связала для того, чтобы продемонстрировать. Также прикрепила пока ножки на иголочке, чтобы посмотреть, как будет выглядеть дракончик. Голову потом закрепим. Вот так. Можно будет форму менять по желанию. Хотела обратить ваше внимание, что вот эти вот детали, они будут вязаться поворотными рядами. Но поворотными рядами не так, как вяжется обычно. То есть тогда бы было большое расстояние вот здесь. Вот. А будет вязаться с лицевой стороны лицевыми, а с изнаночной стороны изнаночными. И рисунок будет отличаться. Здесь вот такими клеточками получается, а здесь линиями. Вот эти детали, когда мы их провязываем, потом их нужно обвязать столбиками без накида. Если вы хотите, чтобы лицевая сторона была вот эта, такими клеточками, то обвязывайте тогда по этой стороне. Вот. Если, как у меня, чтобы было полосочками, то по этой стороне. Но это в процессе вязания будет понятно. Вот эти детали, они вяжутся похоже, аналогично, в принципе, друг другу. Вот. Разница будет только в количестве петель. Поэтому одну деталь мы свяжем вместе, чтобы не затягивать видео, а остальные детали тогда можно будет связать самостоятельно. Если будут какие-то вопросы, что-то непонятно, пишите в комментариях, тогда, если что, сниму дополнительные видео. После того, как мы свяжем вот эти вот 3 детали, мы их будем соединять между собой столбиками без накида. Тоже все это я покажу. Вот. Ну, так будет выглядеть. Также еще важный момент, что так как рисунок отличается, лицевой и изнаночный, крылья, детали, они должны быть связаны в зеркальном отображении. Вот, поэтому одну деталь мы свяжем с вами вместе, и схему для этой детали я как-то выделю или галочками, или цветом другим, то есть посмотрю, чтобы было ясно. Ну, а так, в принципе, они все вяжутся аналогично. Вот, так что вдруг вопросы будут, нужно будет доснять видео, напишите, я досниму. Приступаем. Вяжем первый ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Во вторую петлю от крючка вяжем прибавку. Второй. Третий ряд. Воздушная петля. И здесь мы вяжем изнаночными 2 столбика без накида. Ниточка перед крючком с обратной стороны. Первый столбик. Снова ниточка перед крючком. Заводим крючок не с этой стороны, как обычно, а с обратной. Вот с обратной. Захватили.
есть поворот, воздушная петля, 2 столбика без накида, воздушная петля, один, два, поворот, 5-й ряд изнаночными, сначала воздушная петля, изнаночными 2 столбика без накида, один, и вот снова заводим, второй поворот, 6-й ряд, 2 прибавки, воздушная петля и 2 прибавки, первая прибавка, вторая, прибавка, 4 петелечки, поворот, 7-й ряд, изнаночными 4 столбика без накида, воздушная петля для подъема, один, два, три, и 4. Так получается. Поворот. С 8 по 11 ряд вяжем 4 столбика без накида. И не забываем, в лицевой вяжем как обычно, а в изнаночной, с изнаночной стороны вяжем изнаночными. И в начале каждого ряда делаем петлю подъема. 12 ряд, воздушная петля, прибавка, 2 столбика без накида, прибавка, прибавка, первый столбик, второй столбик, прибавка. Вот на лицевой стороне получается вот такой узор полосочками, на изнаночной клеточками. Поворот, 13 ряд, изнаночными будем вязать, и с 13 по 15 ряд включительно вяжем 6 столбиков без накида. 13 ряд провяжем вместе еще раз,
воздушная петля и изнаночными заводим крючок с обратной стороны в петелечку, продеваем и, как обычно, столбик первый снова за ниткой с обратной стороны петелечку, продеваем, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот такой узор. Поворот. 14 и 15 ряды привязываем 6 столбиков без накида. 16 ряд. Прибавка, 4 столбика без накида, прибавка. Воздушная петля в начале ряда. Прибавка. Один, два, три, четыре. Последняя. Прибавка. Поворот. 17 ряд. Изнаночными 8 столбиков без накида. Воздушная петля. Заводим. Первый. Заводим за ниточку с другой стороны. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Поворот. 18 ряд. Воздушная петля.
Прибавка 6 столбиков без накида, прибавка обычными столбиками. Прибавка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'прибавка. Девятнадцатый ряд, поворот, воздушная петля, изнаночными, вот клеточками у нас рисунок, изнаночная сторона, изнаночными 10 столбиков без накида. Заводим. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. 10. Так как рисунок с лицевой и изнаночной стороны отличается, нужно, чтобы детали были связаны в зеркальном отображении. Поэтому одно крыло тоже связано. Второе крыло будет некоторые ряды в зеркальном отображении. Вот. Схему этого крыла вы увидите на экране. Двадцатый ряд. Воздушная петля. 9 столбиков без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и прибавка. И прибавка. Теперь с 21 ряда по 23 включительно вяжем 11 столбиков без накида. В начале каждого ряда петля подъема, лицевые вяжем лицевые, изнаночные изнаночными. Провязали 23 ряда, поворот, 24 ряд, воздушная петля подъема, прибавка, 9 столбиков без накида, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, прибавка. Провязали. 25 ряд. 13 столбиков без накида изнаночными. Воздушная петля и вяжем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так до конца ряда. 26 ряд. Поворот, воздушная петля, 9 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и соединительный столбик. Поворот. 27 ряд. Воздушная петля. Вот этот соединительный, он не считается, поэтому с первой петли после соединительного убавка. Это у нас изнаночными. Так, 1, убавка, чтобы здесь был более плавный переход. Здесь 5 столбиков без накида изнаночными, 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Первую вытянули, вторую вытянули и убавка. Поворот. 28 ряд. Воздушная петля, с первой убавка, 3 столбика без накида, 1, 2, 3 и убавка. Поворот.
29 ряд. Здесь воздушную петлю не делаем подъема. Со второй петли от крючка, то есть один, вот во вторую петлю соединительный столбик, это у нас изнаночная, соединительный столбик, потом один столбик без накида, и убавка. Тридцатый ряд без петли подъема, сразу 2 столбика без накида, 1, 2, поворот изнаночными без петли подъема, 31 ряд, убавка. Довязали 31 ряд. Теперь воздушная петля и обвязываем деталь. Вот здесь край крылышка, это будут соединительные столбики. В угловые делаем по 3 столбика без накида. И вот здесь обвязываем столбиками без накида. Одну деталь обвяжем, все остальные аналогично будут обвязываться. Соединительными столбиками. Обвязываем. Чтобы был красивый край, ровненький. Так, то есть между рядами вот соединительными. И вот сюда в угловую уже делаем столбики без накида 3, чтобы выделить уголочек. 1, 2, 3. И уже тут обвязываем столбиками без накида, обычными. То есть здесь вот между рядочками, где мы вязали, чтобы край получался вот такой аккуратненький.
провязываем. То есть смотрим, если где-то надо прибавку сделать, делаем прибавку. Главное, чтобы было аккуратненько. Уже можно откорректировать, если необходимость будет. Получается. Подошли к воздушной цепочке нашей первоначальной. И здесь в оставшиеся 2 петелечки, вот в одну делаем 1 столбик, а сюда в угловую, в крайнюю, делаем 3 столбика. Вот 1, 2, 3. И вот этот начало ниточки, когда мы вязали, я буду ввязывать вот сюда. И продолжаем по другой стороне уже обвязывать столбиками по цепочке. Вот здесь такой скругленный краешек получается. И обвязываем. Вот такая деталь получается. Тут идет скругление.
Вот, и подходим уже к началу. Сюда один уже сделали в угловую, второй и третий делаем. Столбик без накида, закрепляем ниточку, отрезаем. Когда провязали детальки, лучше их по 2 делать сразу, особенно если опыта не очень много в вязании. И можно их приложить симметрично. Вот они. Тут можно приложить. Ну, вот так выглядят. Вот так. И каждую детальку, когда провяжем, будем прикладывать сюда, сверять, чтобы были симметричные крылышки. Одна деталь готова. Следующая вяжется аналогично. Темно-фиолетовая это средняя и нижняя вот это светло-фиолетовая. Они все вяжутся аналогично. Схемы будут на экране. Я уже начала готовить новый мастер-класс, но решила все-таки вернуться к вот этим деталям, внутренняя часть крыла, и уточнить несколько моментов. То есть сейчас я хочу вам их показать без обвязки. То есть это связанные детали чисто по схеме. Вот хочу вам показать, как они выглядят. Вот, без обвязки. И уточнить такой момент, что вот по схеме, когда они связаны только, еще не обвязаны, они вот абсолютно идентичные. Вот, они одинаковые. То есть может такое получиться, если будет разница в количестве петель, количестве столбиков без накида, когда вы будете обвязывать, детали могут отличаться в размере. Это, конечно, не столь страшно. Их там, когда будем сшивать, если там разница будет в несколько миллиметров, это ничего страшного. Но чтобы не получилось так, что разница будет очень большая. Вот так, то есть вот они связаны в зеркальном отображении. Вот. Мелкие детали. Хотела вам показать, что если вязать четко по схеме, то детали они будут одинаковые по размеру. И просто будьте внимательны при обвязывании тогда этих деталей. Либо считайте количество столбиков, которые вы провязываете, чтобы они одинаковые были на 2 деталях. Ну, либо по ходу обвязывания просто прикладывайте и сверяйте. Вот то же самое, если приложить вот детальки. То есть вот они идут при сшивании. Вот. И вот, когда мы их сошьем, они будут одинаковые. И за счет вот этих изгибов у крыла тоже будет форма вот эта волнистая. Вот, просто хотела обратить на это ваше внимание. И так как я
мы с вами связали, вернее, одну деталь только. Хотела сказать о том, что если вдруг появятся вопросы, если что-то непонятно, неясно, пожалуйста, напишите в комментариях. Я тогда именно на вот эти детали, на все, сделаю отдельное видео. Просто чтобы не затягивать именно мастер-классом, мы связали с вами вместе одну деталь, вот эту. Вот, ну и обвязали. Вот, а остальные детали, они остались для самостоятельного вязания. Но опять же, если вдруг появятся вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Видео я сниму отдельно.